Vishami Prabhujayam Chitat Shri Brihat Bhagavatamrita. Well, może być ja mogę objaśnić чуть-чуть, что значит Brihat Bhagavatamrita. Пожалуйста. Пожалуйста, окей, если вы хотите. Brihat значит большой. Bhagavatamrita. Bhagavat это Шримад Бхагаватам. И Амрита значит нектар. Да. И поэтому Brihat Bhagavatamrita значит большая нектара. Большой нектар. Большой, окей, большой. Большой нектар. Шримад Бхагаватам. Да, так. И это нектар. И завтра вечером, и сегодня утром мы читали, и мы, где мы были в Brahmaloka. Из Kazani в Brahmaloku. Вот. 24 часа, это очень быстро. И из Brahmaloki в Shivaloki. Вау, удивительно. Окей, первый момент. Да, повторяйте после меня. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschacharane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarabhyas Chakrita Sindhu Padidana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Da, где мы были на Brahmaloka с Господа Брахмой. Да, какое место будет. Но Нарада Муни, он продолжал, да? Продолжал. Оттуда он продолжал в Шивалока. Как мы сказали чуть-чуть утром, у Господа Шивы есть несколько, как сказать, места, где он живет. Ага. Но Шивалока в Вайкунте это almost. Почти. Самый высокий уровень
Sami Visoki Oravan, Gospod Shiva. Tam Prabhagarit Abetam Vachaitanya Charitamrita Prabhagarit Sto. Tam Vaikunta jest forma Gospoda Shiva I eta kak forma Vishnu dla igry. Для игр. Dla igra. Da. We need против, если я практикую мой русский на вас. Пристегните ремни безопасности, потому что чуть-чуть опасно. Окей. Да. И Шивалока, это Шивалока, как Лорд Брахма сказал, это не в этом мире, материальный мир. Это в духовном мире, да, где жизнь, вечная жизнь, да, жизнь вечная. Ага. И там в этом мире есть на Кайлаше есть Шива, и там он просто как полбог, да, просто как полбог, и у него есть служение контролировать гуна невежества, как энергия невежества. Да. Но есть, например, может быть, если вы читали Brahma-samhita, там говорится, что Господь Шива, он как взгляд, да? Взгляд Махавишну. Вы понимаете? Это чуть-чуть трудно понимать, может быть, это невозможно. Ясно. Но когда Махавишну, Бросая взгляд. бросая взгляд. Бросая взгляд. Okay, как он сказал? Да. На материальной энергии. Да. Энергию. Ага. Этот взгляд, эта форма Господа Шивы. Его взгляд, это как личность. Как понимать. И поэтому он очень непростой человек. Очень сложный человек. Но очень великий человек. И очень великий преданный. Ха-ха. И поэтому Нарада-муни, он ушел, он улетел из Брахмалоки в Шива-локу. Да. В духовном мире. Да. И он прилетел туда. И он читал, он воспевал. Что он воспевал? Помните? Вы помните? Да. Шива Кришна, Шива Кришна, Шива Кришна. Что? Шива Кришна, Шива Кришна, Шива Кришна. Спасибо. И он прилетел. Ага. И могу ли я говорить по-английски или я должен продолжать на русском? По-русски очень хорошо.
Стараемся. Стараемся. Окей, Господь Шива был, как сказать, в трансе. В трансе. Экстаза. Да. И он не заметил, что Нарада Муни прилетел. Он был в трансе, экстаза, потому что перед этим, да, до этого, он поклонялся Господь Санкаршан. Ага. Это очень глубокая тема, глубокая вещь. Но Нарада Муни прилетел, и он был в экстазе, но как в другой экстазе. В другом. В другом, окей. В другом. И он прыгнул, да? Танцевал и кричал. Шива Кришна, Шива Кришна, Шива Кришна. Не так, но он был энтузиастичен. Anyway, расслабьтесь, не беспокойтесь. И Нарада Муни, Санатана Госвами говорит, что Нарада Муни хотел предлагать поклонение, но не было возможно, потому что он танцевал слишком много. Да. И он сказал Господь Шиву, да? Шиве, окей, Шиве. Вы получили больше милость от Господа, чем все. Чем все. You are the greatest recipient of the Lord's mercy. Вы являетесь величайшим обладателем наибольшей милости Господа. Okay. So Narada Muni then, he came closer to Lord Shiva. Затем Нарада Муни приблизился к Господу Шиве. Он хотел получить чуть-чуть пыла. От стопы Господа Шивы. Но не было возможно, потому что когда Господь Шива понял, что вот, мой брат, Нарада Муни, он здесь, он, я не знаю, обнял. Okay, he grabbed him and обнял. Он схватил его и обнял. Да. И он спросил Нарада Муни, почему вы здесь? И почему вы говорите так, что я получил милость от Господа? Я никогда не получил милость от никого. И я получил ничего от никого. Серьезно. Потому что он интересный человек, Господь Шива. Anyway, мы сказали чуть-чуть, он сложный. Как тонкий может быть, иногда тонкий. Это говорятся, да, говорятся. Говорят, что есть несколько вещей, what we say, которые очень трудно понимать. Гуру Tattva и Shiva Tattva особенно.
это не очень трудно стать confused. Не очень трудно запутаться в понимании этих вещей. Да. Ага, но Господь Шива, у него есть имя Ашутош. У него много имен, но одна это Ашутош, значит человек, кто, я не знаю, who satisfies the desires of others easily. Который с легкостью удовлетворяет желания других. И это как он жил как полбог на Кайлаше. Много людей, они поклоняются ему, потому что они знают, что он очень легко дает людей, что они хотят. Okay. И поэтому он очень популярен. Человек приходит туда, в Кайлаш, и у него есть как список, да? Когда вы едете в магазине, как у вас есть Максима? Нет? Ики? Ашан. Да, список, да. Много вещей. И люди приходят, да? К ним. К ним. И у них есть список. Я хочу. Большой дом, большая машина и много денег. Телевизор большой, 84 инч. Дюйма. 84 дюйма, чтобы диагональ была. Дюйма? Окей. Потому что я хочу смотреть, что не Дом-2, но сейчас что это? Comedy Club. Comedy Club? Да? Окей. Я никогда не видел. Окей, и они приедут, и они дают список, и Господь Шива, он читает, и он видит, что хотите большой дом, я дам вам дворец. Да? Palace. Да. Дворец. Может быть, 3 хотите? 3. И машина большая. Как что? Mercedes-Benz? УАЗик? Нет? Mercedes-Benz. Может быть, Rolls-Royce? Фантом. Может быть, 2, 3, 4, 5. И, what would you say? Принимает и отудите. Уходите прямо сейчас. Потому что раньше он читал, он воспевал Харе Кришна Махамантра. Но когда этот человек прилетел или приехал или пришел или что-то так,
как сказать, он должен остановить. Прервать воспевание. Which? Прервать воспевание. Воспевание. Он не был очень счастлив. И поэтому он дает все и больше, и быстро, потому что он хочет еще раз читать джапу. Да, окей. Но это возможно, понимать, что у него нет привязанности потому что он дает много денег, миллиард, но у него ничего. У него нет банк-аккаунта. У него у самого нет банковского счета. У него нет дома. Он живет под деревом. У него нет машины. У него просто только бык, нанди. Не очень удобно тоже. Не очень быстро. Серьезно. That's true. Это правда. Okay. Продолжаем. All right. Shiva Krishna. And he asked Narada, what are you doing? И Шива спрашивает Нараду, что вы здесь делаете? And Narada Muni started glorifying him. В ответ Нарада Муни начинает прославлять Шиву. You're so wonderful, Krishna, so merciful to you. Вы настолько замечательны, что сам Господь Кришна очень милостив по отношению к вам. And Lord Shiva covered his ears. И в этот момент Господь Шива закрывает свои уши руками. And said, stop it! И говорит, прекратите это. Just stop it! Прекратите немедленно. Yeah. I'm not Lord of the universe. Я не являюсь Господом Вселенной. I got no mercy from the Lord. И не обрел никакой милости от Господа. I'm just a poor soul hankering for a little mercy from the servants of his servants. Я всего лишь бедная душа, которая жаждет обрести хоть какую-то милость от слуг Господа. So Narada Muni became a little shocked. И в этот момент Нарада Муни пребывает в небольшом шоке. He was speaking very loudly. Потому что Господь Шива говорит все это очень громко. No. Well, yeah, but Narada Muni was speaking loudly. Narada Muni говорил очень громко, прославлял его очень громко. He became quiet. Но теперь он притих. And he said, actually I think you have received a lot of mercy from the Lord. А затем он говорит ему, на самом деле, я думаю, что все-таки вы обрели очень много милости от Господа. You know a lot about the Lord. Потому что вы многое знаете о Господе. Because you are the head of one of the sampradayas. Потому что вы являетесь главой одной из сампрадай. You are expert in describing the glories of the Lord. И вы являетесь экспертом по части описания славы Господа. And therefore many devotees want to get your mercy. Именно по этой причине большое количество преданных желает обрести вашу милость. Narada Muni said, actually, the Lord himself has worshipped you before. Нарада Муни говорит, на самом деле ранее Господь лично служил вам. And the Lord has taken boons from you. Boons. Blessings. И Господь получал ваши благословения. Может быть, вы не слышали об этом, но в Vamana Purana говорит, что Господь Кришна получил Sudarshan Chakru по милость Господа Шивы. Yeah. And Samba
became the son of Lord Krishna by Lord Shiva's blessings. Также по милости и благословению Господа Шивы Самба становится сыном Господа Кришны. So Lord Shiva just jumped up, В этот момент Господь Шива вскакивает put his hand over Narada Muni's mouth, и or both hands, двумя ладошками зажимает рот Нарада Муни. and told him, stop speaking about this arrogance of mine. И говорит ему, приказывает ему, прекратите говорить эту несуразицу обо мне. You know, this is what Prabhupada said ladies should do with their children in the class. Именно так должны вести себя женщины, когда их дети мешают лектору читать лекцию. Так сказал Шрила Прабхупада. Seriously? 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 If they start making a noise, Как только дети начинают шуметь, как Господь Шива поступил с Нарадой. Работа очень хорошая, эффективно. But Narada Muni said, look, this is true. Нарада Муни говорит, послушайте, но это правда. Yes. And Shiva said, yeah, I know these things are true. Господь Шива говорит, да, я знаю, что это правда. But actually, these are just examples of how the Lord's pastimes are incomprehensible. Но на самом деле все перечисленное вами является лишь доказательствами того, насколько непостижимы игры Господа. So Narada Muni then grabbed hold of Lord Shiva's feet, Затем Нарада Муни хватается за стопы Господа Шивы, sat him down, усаживает его and said, all right, sometimes you feel you're an offender. и говорит ему, хорошо, иногда вам кажется, что вы являетесь оскорбителем, But Krishna doesn't see you like that. но Кришна не воспринимает вас как оскорбителя. And he gave some examples of how the Lord appreciates Lord Shiva. И приводит примеры, когда Господь Кришна испытывает благодарность по отношению к Господу Шиве. You've heard of Banasura. Слышали про Банасуру? Banasura, известный demon. The Lord was about to decapitate him with his chakra. И Господь уже был готов расправиться с ним при помощи своей чакры. But Lord Shiva prayed to the Lord, please spare him. Но Господь Шива начал молиться Господу Кришне, пожалуйста, пощади его. And the Lord spared his life, И Господь пощадил его, but then gave him a form just like his, just like the Lord's. но затем Он дал ему другую форму, подобную форме Господа. So Narada said, see, the Lord appreciates you so much. Видишь, говорит Нарада Муни, насколько Господь ценит тебя. Yes, well, let's say. He said that Chitraketu offended you, Он сказал, Читракету нанес тебе оскорбление, but you didn't become angry. но ты не разозлился. The Lord appreciated that. И Господу это очень понравилось. In one Shastra, there's a description of Lord Shiva asking Lord Krishna, can I become greater than you? В одной из шастр Господь Шива спрашивает Господа Кришну, могу ли я стать более великим, чем ты? And when Lord Shiva heard that, he became very embarrassed. Krishna was asking Shiva. What's that she was asking? Shiva was asking Krishna, can I become greater than you? Yeah, and then he became And Shiva became embarrassed when Narada spoke about that. И когда Нарада припоминает этот случай, то Шива чувствует себя очень смущенно. But actually,
Shiva understood that the Lord considers his devotees greater than himself. На самом деле Шива понимает, что Господь воспринимает своих преданных как более великих, чем самого себя. What he was asking was, can I become your devotee? Он спрашивал, другими словами, могу ли я стать твоим преданным? Here's an interesting one. Listen to this. Послушайте, следующее будет интересно. Pristignicha Ramani Bezapasnasti. Shiva explained how once Krishna was having a dice match with Rukmini. Однажды Шива вспоминает, как у Кришны вместе с Рукмини dice match. Игра в кости была. Да. And the Lord said, actually my devotee is more glorious than me. На самом деле мой преданный является более прославленным, чем я, говорит Господь. Because he wanted the dice to act as a devotee. Конечно же, он хотел, чтобы кости вели себя как его преданные. And serve him nicely so he could win the dice match. И служили ему должным образом, чтобы он в итоге держал победу в этой игре. Yes. And Narada said, the Lord appreciates you so much. Нарада говорит, Господь ценит тебя так сильно. He has given you and Durga, your wife, the benediction. You can give liberation on his behalf. Что наделил вас возможностью раздавать освобождение другим душам вместе с Дургой от своего имени. You are so dear to the Lord. Вы настолько дороги Господу, He arranged that you marry his sister. что в итоге Он устраивает вашу свадьбу с его сестрой. Oh, yeah, he takes you very seriously. Он очень серьезно относится к вам. But Lord Shiva replied, Господь Шива отвечает, you don't understand. вы не понимаете. I am the deity of false ego. Я являюсь божеством ложного эго. Therefore I am the root of all pride. Поэтому я являюсь корнем всей гордости. Yes, I am under the influence of my wife. Я нахожусь под влиянием своей жены. Haribol. And she is the presiding deity of the material nature. Она является главенствующим божеством всей материальной энергии. I'm responsible for the destruction of the universe. Я несу ответственность за разрушение всей Вселенной. That's all Tamagun. Это все Тамагуна. If I had some of the Lord's mercy, why did I fight with him when he was stealing the Parijata tree? Если бы я обрел хоть какую-то милость Господа, то с какой стати я тогда сражался бы с Господом, когда Он решил украсть цветов Париджата? Or when Aniruddha took Usha. Или когда Анирудха забрал Ушу? If the Lord is merciful to me, why does he worship me? Если Господь милостив ко мне, с какой стати Он поклоняется мне? And then he said, you know, the Lord told me, spread ignorance in the form of Mayavad philosophy. Более того, Господь приказал мне распространять невежество в форме философии Майявады. If he's merciful to me, why would he do that? Если Он действительно милостив по отношению ко мне, зачем Он меня таким образом задействует в таких планах? He wanted me to mislead people. Он хочет, чтобы я вводил в заблуждение людей. So now me and my wife, the main thing we do is we give people liberation. В основном мы занимаемся с моей женой тем, что раздаем людям освобождение. And that liberation is despised by the Vaishnavas. А это освобождение не является самой целью вайшнавами, они стараются избегать этого. Wow. So then Lord Shiva made a suggestion. Затем Господь Шива выдвигает предложение. You know who got the most mercy from the Lord. Вы знаете, кто на самом деле обрел наибольшую милость Господа? The residents of Vaikuntha.
обитатели Вайкунхи. Oh yes, they got the mercy. Они обрели всю милость. They are pure devotees. Они являются чистыми преданными. They are so removed from material life, they don't even glance at material things. Они находятся на таком удалении от материального образа жизни, что даже не бросают свои взгляды на материальные блага. That pride of false ego of mine, they're completely free from. Гордость или ложное эго, которые присущи мне, не присущи им вовсе. They have Satchitananda bodies. Их тела Саччитананда. They're happy simply to serve the Lord. Они очень счастливы просто служить Господу. They travel everywhere just preaching the glories of the Lord, helping people to become devotees. Они путешествуют повсюду с одной лишь целью, чтобы проповедовать славу Господа, чтобы помочь людям вернуться в духовный мир. They arrange for advanced devotees to take birth in saintly families. Они устраивают рождение великих душ в семьях святых. For them, when they see the impersonally realized people, Когда же они видят людей, которые осознали себя, следуя имперсональной концепции, they're just amused by them. это их забавляет. Oh, they think, what jokes these people are. Они думают, ну и какие же шутники эти люди. And they always see the Lord. Они всегда лицезреют Господа. I only see him sometimes. А я лишь вижу его иногда. Yeah, and they assume all types of forms to serve the Lord. Они принимают любые формы, которые смогут служить Господу должным образом. Where they're from, Vaikuntha, there is nothing other than devotional service. Другими словами, на Вайкунхе нет ничего, кроме чистого преданного служения. They have Krishna prema, Они обладают Кришна-премой, which is not even available in Shiva Loka. которая недоступна на Шивалоке. Even if they take material bodies, they remain fully situated in pure Krishna consciousness. Даже если они rождаются и получают материальные тела, то они полностью пребывают в сознании Кришны и утверждены в нем. They are greedy for devotional service. Они испытывают жажду, жадность к преданному служению. There they feel, if I cannot serve the Lord, I cannot live. Они чувствуют, что если у них нет возможности послужить Господу, то они не смогут жить дальше. So you should go there. It's my greatest ambition to go there myself. Поэтому вы должны отправиться туда. Для меня это является целью попасть на Вайкунху. And wherever they go, they turn that place into Vaikuntha. Куда бы ни попадали обитатели Вайкунхи, это место превращается в Вайкунху. Even the material world. Даже материальный мир. So like this, now Narada Muni became very excited. Нарада Муни пребывал в восторге от услышанного. Let's go to Vaikuntha. Отправляемся на Вайкунху. Then something unusual happened. И кое-что необычное произошло. Yes, Parvati interrupted, Парвати прервала его, the wife of Shiva. супруга Господа Шивы. She said, yes, what my husband has said is very good. Да, то, что сказал мой супруг, это все очень хорошо. But you know that there in Vaikuntha, the topmost devotee is... Но вы знаете, что на Вайкунхе самым возвышенным преданным является Lakshmi Devi. And my husband, because he's a man, и мой супруг, потому что он мужчина, he's one of those machines. один из тех самых мужчин, He didn't even mention her. он просто-напросто не упомянул об этом.
but she is the ruling goddess of Vaikuntha. Но на самом деле именно она, Лакшми Деви, является правящей богиней Вайкунтхи. By her sidelong glance, all the rulers of the planets get their powers. Только лишь ощутив на себе ее уклончивый взгляд, все правители планет обретают свою власть. Yes, and she, devotees, Predniya, Slushitya, Asobana, Mataji. She is the most perfect chaste wife. Она является самой совершенной, благочестивой женой. There's a different word, isn't there? Yeah, a little bit. What's it? Not so good? Yeah, it's suitable a little bit to some degree. What's the other word? Let me check. Chaste? Chaste? Целомудренная. Some. Целомудренная. That's it. Spasibo. Hare Krishna. Yeah. She's always with her husband. Она всегда пребывает рядом со своим супругом. Not that sometimes she feels she needs to take a break. Не бывает такого, что ей требуется перерыв. От Мужа. Никогда. She's always with him. Она всегда рядом с ним. 25 часов каждый день. So Narada became overwhelmed when he heard this. Чувства переполнили Нарада Муни, когда он услышал это. And started glorifying Lakshmi. Он начал прославлять Лакшми. But then, as he's walking away, Но в тот момент, когда он покидал Шивалоку, when Parvati was not watching, и когда Парвати не видела, Lord Shiva took him aside. Господь Шива отвел его в сторону. Okay. Lakshmi, very nice. Лакшми, да, она, конечно, очень хороша, But, you know, there are better devotees in Vaikuntha. но там есть и более возвышенные преданные на Вайкунтхе. And he whispered in Narada's ear, И на ухо он прошептал Нараде: Shishinatai Gaura Sundara Ke. That's what he whispered in Narada in his ear. вот что он прошептал в ухо Нарада Муни. Shishinatai Gaura Sundara Ke. Shishinatai Gaura Sundara Ke. Shishinatai Gaura Sundara Ke. And Narada became so inspired. И это так вдохновило Нараду. Yeah, and then you know what he said? А знаете, что он сказал? I want to tell you a great secret. Скажу вам по большому секрету. Actually, in Vaikuntha, the greatest devotee is Prahlad. На самом деле, самым великим преданным на Вайкунтхе является Прахлад. Yes. He has received more mercy than Brahma, than myself. Он обрел наибольшую милость, гораздо больше, чем Господь Брахма или я. More mercy than Garuda has received. Большую милость, чем Гаруда. More mercy than even Lakshmi. И большую милость, чем даже сама Лакшми. Yes. And how do we know that? И откуда мы это знаем? Because when Lord Nrsimha killed Hiranyakashipu, Потому что когда Господь Нарсимхадев убил Хираньякашипу, then even Lakshmi couldn't approach him. в тот момент даже сама Лакшми Деви не могла приблизиться к She нему. thought of approaching him, Она подумала, что это подходящий момент, чтобы подойти к нему. kind of little bit moving in that direction. Вроде как бы даже начала движение в направлении Нарсимхадева. But then she felt, no, let's just wait a little. Но потом она поняла, что нет, пожалуй, подождем немного. But then Prahlad approached the Lord. Но затем Прахлад подошел к Господу. And the Lord accepted him just like that. И Господь принял его просто так.
Yes, so he has got more mercy even than Lakshmi. Поэтому Прохлад обрел наибольшую милость, большую, чем Лакшми. Yeah, even though he's very attached to Lakshmi, Несмотря на то, что Господь очень привязан к Лакшми Деве, he has a special place in his heart for devotees who have undergone great difficulty for him. в его сердце есть особое место для преданных, которые прошли через суровые испытания ради Господа. Yes, and he said, Prahlad, the Lord offered Prahlad different boons. Господь предлагал Прохладу различные благословения. He told him, this is even when Lakshmi was not able to approach the Lord. Это происходило в тот момент, когда Лакшми не смогла подойти к Господу. He said, Prahlad, I want to give you something. Господь сказал: Прохлад, я хочу дать тебе что-то. Ask for something. Попроси у меня. And Prahlad said, no, I don't need anything. I'm happy just serving you. Прохлад сказал: мне ничего не нужно, я очень счастлив просто служить тебе. And the Lord said, very good. Господь сказал: очень хорошо, But I want to give you something. но я хочу дать тебе что-то. Ask me for something. Проси у меня. And Prahlad said, but my Lord, I don't want anything. Но мой Господь, сказал Прохлад, я ничего не хочу. He said, if you must give me things to make me serve you, means I'm not really your servant. Если тебе нужно давать мне что-то в ответ на мое служение, то это значит, что я вовсе никакой не слуга. And if you, to get me to serve you, you must give things, it means you are not my master. А если ты должен давать мне что-то в ответ на мое служение, это значит, что ты никакой не повелитель для меня. Means we're just businessmen. Это означает, что мы просто бизнесмены. You give me so much, all right, I'll serve you. Да, я получаю определенное количество благ, тогда хорошо, я готов служить. You give me less, I will not serve you. Получаю меньшее количество благ, служить не буду. So I don't want our relationship to be like that. И я не хочу, чтобы наши отношения развивались в такой плоскости. And the Lord replied, Господь ответил: thank you for preaching to me, Prahlad. спасибо за твою проповедь мне, Прохлад. Interesting. But I still want to give you something. Тем не менее, я хочу что-то дать тебе. I order you to ask me for something. Поэтому я приказываю тебе, попроси у меня что-то. And Prahlad said, all right, let me think. И Прохлад сказал: хорошо, дайте подумать. I know. Знаю. My father was such a demon. Surely he's on his way to hell. Мой отец был таким демоном, что вне всяких сомнений он уже находится на своем обратном пути в ад. First class ticket. По билету первого класса. One way, not return. В одном направлении, обратного билета нет. Vad? Na Aeroflotte. Или S7. Или победа. Победа. Golden way. Yes. So the Lord appreciated so much the mood of service of Prahlad. Господь оценил по достоинству настроение служения Прохлада. So, go and see Prahlad. Поэтому, говорит Господь Шива, отправляйся и встреться с Прохладом. But remember one very important thing. Но помни один очень важный момент. When you meet Prahlad, don't bow down to him. Когда ты встретишься с Прохладом, не кланяйся ему. He does not tolerate people bowing down to him.
Он не выносит, когда люди кланяются ему. So off went Narada Muni to visit Prahlad. Нарада Муни отправился навстречу Прохладу. And he was chanting, И он воспевал Prahlad Maharaj Ki! Prahlad Maharaj Ki! Prahlad Maharaja Ki! Go Premanande! Haribol. Sure. Then, okay, so then he went to see Prahlad. И затем Нарада Муни отправляется навстречу Прохладу. Wow. He went actually to see Prahlad in Sutala Loka, Отправляется он навстречу с Прохладом на Сутала-Локу, traveling at the speed of the mind. путешествуя со скоростью ума. And when he arrived there, И когда он прибывает на Сутала-Локу, wow, really? Unbelievable. невероятно. You know what happened? Знаете, что произошло там? Wow. Come back tomorrow. Приходите завтра утром. It wasn't just. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Go Premanande. Его святейшество Шрила Бхактичитания Свами Махараджа Ки. Всем вам Ki. О, ужас! Вау, это что?